Друзья, мы ценим каждого зрителя и подписчика, в том числе тех, кто смотрит нас из других стран. Каждый ваш лайк и комментарий продвигает наше видео. Вы знаете, насколько это важно для развития канала. Поделитесь роликом с родными, друзьями и, конечно, подписывайтесь, если все еще смотрите нас без подписки. Россия 2013 года напоминает еще Китай 90-х. Страна с огромным темпом развития, но еще достаточно неравномерным и низким уровнем жизни. Все слои. От великих князей до поручиков. Черные лебеди. Война, неуверенность власти, разброд в элитах, зараженность абстрактными европейскими идеями прогресса, совершенно оторванными от реальности, наложенными на полное неумение этих элит чем-то руководить. И вот уже нарушено снабжение хлебом в городах. И вот уже губернаторы запрещают вывоз хлеба с территории своих губерний, а завинтить гайки и создать более-менее справедливую систему на время войны рыночного распределения не смогло, а первое время даже не пыталось. Добрый день, дорогие друзья, любители русской истории. Сегодня у нас один из заключительных рассказов в общем нашем большом цикле рассказов из русской истории царской и имперской России. Потому что мы незаметно подошли к окончанию империи. Тема довольно грустная и... Честно говоря, я как-то опасаюсь об этом говорить. Это довольно близко к нашему времени. Страсти кипят, красные, белые. Кто за коммунистов, кто за большевиков. Но давайте начнем издалека. Герой нашей сегодняшней передачи – великий князь Михаил Александрович Романов. Младший брат Николая II. На протяжении долгого времени наследник престола. И, как считают многие историки, человек, который с оговорками может считаться последним правителем Российской империи. Я как-то говорил, что древнегреческая Клио, богиня истории, предстает в образе очаровательной женщины в красивом одеянии, с заколкой в высокой прическе. На самом деле, мне кажется, что богиня Клио очень желчная и злопамятная старушенция, которая любит поиздеваться над теми, кто творит историю. Точно так же эта старушка Клио любит поиздеваться над великими империями. Последнего правителя Западной Римской империи звали Ромул Августул. Точно так же Ромул звали и легендарного основателя Рима. Последнего правителя Второго Рима Византийской империи звали Константин XI. Это был тезка, в каком-то смысле, основателя империи, основателя Константинополя Константина Великого. И вот у нас династия Романовых начинается с юноши Михаила Романова, взошедшего на трон после событий смуты, и заканчивается она Михаилом спустя 300 лет. Так история закольцовывается. Наш герой Михаил Александрович Романов был на 10 лет младше Николая II. При этом ростом, статью и здоровьем походил на своего богатыря-отца Александра III. А всех своих братьев, конечно, превосходил. К моменту смерти отца, 1894 год, Михаилу 16 лет. Точно так же, как его далекому предку, первому Михаилу на троне из Романовых. Есть такой известный миф, что якобы Александр III настолько любил своего младшего сына, что на смертном одре взял с Николая обещание сдать Михаилу трон сразу после его совершеннолетия. И императрица-мать Мария Федоровна так и не присягнула Николаю II, потому что тот обещание, данное отцу, не сдержал. Это, конечно, чушь. Откуда взялось, непонятно. Распространилось главным образом благодаря таланту Валентина Пикуля. Сцена это из его романа «Нечистая сила». На самом деле, Михаил даже не был наследником престола. Между ним и Николаем был еще один брат Георгий. Собственно, наследником считался Георгий. Поэтому Николай, если и мог отрекаться от трона, то только в пользу Георгия. Он потом, к сожалению, умрет в достаточно молодом возрасте. Вот Михаил учился. Обучение было домашнее, как принято у Романовых. Лекции читали самые лучшие специалисты, которых можно было найти в империи. Вот лекции по экономике и финансам читал сам министр финансов Сергей Юльевич Витте. И он в своих воспоминаниях оставил довольно любопытную характеристику Михаила Романова. Цитирую кавычки. «По уму и по образованию
великий князь Михаил Александрович представляется мне значительно ниже способности своего старшего брата, государя-императора. Но по характеру он совершенно пошел в своего отца. Кавычки закрываются. Довольно любопытная характеристика. Вид-то казалось, что характером он в Александра III. Насколько эта характеристика справедлива, мы с вами поразмышляем в конце нашей сегодняшней беседы. Однажды, в 1900 году, Михаил чуть сам не стал императором. Николай II, находясь в Крыму, тяжело заболел тифом. И практически месяц его жизнь была в опасности. Он был при смерти. Об этом писали зарубежные газеты. И к этому моменту еще не было царевича Алексея. Наследником престола считался Михаил. Вот что писали английские газеты по этому поводу. Кавычки. Михаил очень любит лошадей и принимал участие во многих офицерских скачках. Офицерские скачки – это рисковое и жестокое дело. Вспомним Анну Каренину и Вронского. Вдобавок, он искусен в боксе, борьбе, фехтовании, танцах и плавании. У него всегда была репутация человека с характером более сильным, чем у действующего императора. Кавычки закрываются. В общем, с точки зрения повернутых на спорте представителей британской аристократии, Михаил просто идеальный кандидат. Кстати сказать, после своего выздоровления Николай II назначил его членом Государственного совета. На всякий случай набираться опыта государственной деятельности. И вот в этом качестве Михаил даже попал на знаменитую картину Репина, посвященную юбилейному заседанию Госсовета. Посмотрите, вот он в парадном мундире. Я немного вернусь к болезни Николая II. Недавно почитал любопытнейшую серию книг из разряда то ли альтернативной истории, то ли исторической фантастики. Сейчас модная тема разного рода попаданцы, когда люди из нашего времени попадают в прошлое в самые разные времена. Я читал, когда наши летчики попадают во времена Римской империи и делают там соответствующую карьеру. Или современные бизнесмены попадают во времена Бориса Годунова и предотвращают смуту, используя, естественно, навыки, знания, умения современных людей. Тема забавная, потому что я думаю, что в 999 из 1000 случаев любой попаданец из нашей эпохи, чьи знания ограничиваются умением пользоваться мессенджерами и всяческими компьютерными штучками, он, конечно, обречен на погибель. И чем дальше он попадает, тем более обречен. Но вот этот роман, он бесконечный, много томов. Он мне понравился своей оригинальной идеей. 1953 год, начало марта. Со Сталиным случается удар. На ближней даче он парализован. Лежит и умирает. И вот тут происходит чудо. К нему являются ангелы. Сталин жалуется, что многое не успел. И вообще как-то не так он руководил. Теперь он это осознает. И Господь дает ему уникальный шанс исправить свои ошибки. А может быть, заодно и исправить течение истории. И умирающего Сталина, пожилого, все знающего, умудренного опытом и знанием о победах и преступлениях, перемещает в тело тяжело болеющего, находящегося в беспамятстве Николая II как раз в тот момент, когда он болел тифом в Крыму. И все думали, что ну вот все, потеряли мы молодого императора. И вот телом это Николай, а умом, мозгами и, самое главное, постзнанием. Что всегда хорошо в романах про попаданцев, это то, что его герои обладают уникальным постзнанием. Что из себя представляет тот либо иной человек, чем закончится то либо иное событие. Но сама идея оригинальна. И можете себе представить, что творит мозг Сталина в теле Николая II. Сознанием всего, что будет происходить с Россией. Но это небольшое отвлечение. Вот в тот самый момент действительно наш герой Михаил Александрович мог бы стать наследником престола. Дальше он, как все Романовы, идет по военной линии. Военная карьера основательная, никакой спешки. Он заканчивает Михайловское артиллерийское училище, основанное его тезкой и предком Михаилом Павловичем. Далее, 1901 год, 23 года поручик, старший лейтенант. 1902-1904 командует ротой Преображенского полка. 1904 26 лет штабс-капитан, затем командир эскадрона. Ну и только в 1909 году получает чин полковника, догоняет в звании своего старшего брата. К чести сказать, Николай II никогда не производил себя в чины старшего полковника, поскольку считал, что это как-то нескромно императору самому повышать себя в званиях. Вот он как получил чин полковника от отца, так в этом чине до трагических событий 1917 года и оставался. Военная служба, конечно, не особо в мирное время тяжелая у гвардейского офицера. Михаил слыл заядлым театралом,
спортсменом. Увлекался разного рода техническими новинками, особенно автомобилями. Он курировал Российское автомобильное общество. Тогда это новый вид передвижения. Говорят, мог починить мотор. Был заядлым автогонщиком, охотником, как и полагается всем Романовым. А также увлекался авиацией, совсем новомодной темой. И вообще хороший, дисциплинированный офицер. Всегда гладко выбрит, носит небольшие усики. И в противоположность своему старшему брату Михаил никогда не курил, Николай II не расстается с сигаретой, и не употреблял алкоголь. Не к чему придраться. Мальчиш, хорошиш. И все бы было хорошо, если бы не проблемы с личной жизнью. Потому что все могут короли, кроме как жениться по любви. Наследники престола, те, кто стоят в одном шаге от короны, тоже жениться по любви не могли. В 23 года, будучи как раз старшим лейтенантом, Михаил влюбился и решил жениться на своей кузине. Кузина была не из простых. Звали ее Беатриса. Принцесса, дочь Марии Александровны, соответственно, внучка Александра II, и герцога Эдинбургского Альфреда, то есть внучка королевы Виктории. Помните стародавнюю историю, когда Александр II в молодости, такой имел легкий флирт с будущей королевой Викторией. И история могла повернуться, что внук и внучка Александра II стали бы супругами. Но не получилось, потому что они были кузенами, а по законам Российской империи близкородственные браки были запрещены. И Николай II, как его не умолял младший брат, не мог допустить, чтобы он женился на кузине. Заставили с ней порвать. Потом Михаил перестал быть первым в очереди на престол, когда у Николая II наконец-то родился долгожданный наследник, сын Алексей. Есть любопытная запись в дневнике одного из великих князей, знаменитого Константина Константиновича, известного поэта, писавшего под псевдонимом К.Р. Запись сделанная как раз в тот день, когда родился наследник Алексей. Вот что он пишет. В 5 часов мы с женой поехали навестить вдовствующую императрицу, мать Николая II. Там был и отставной наследник Миша. Отставной уже несколько часов как. Он сиял от счастья, от того, что он больше не наследник. Почему сиял от счастья? Потому что он не хотел власти, потому что это его тяготило. А самое главное, он думал, что поскольку у старшего брата родился сын, и он теперь не наследник, он наконец-то сможет жениться по любви. Хотя бы со второго раза. У него к этому моменту был роман с одной фрейлиной, звали ее Саша, Александра. И он тут же попросил своего старшего брата разрешить ему жениться. Николай II заявил, причем письменно, что, конечно, желает видеть, кавычки, дорогого брата, счастливо устроившим свою семейную жизнь. Но предупредил, что в случае марганатического брака, то есть брака не с ровней, а с какой-то там фрейлиной, он будет вынужден вычеркнуть его имя из армейских списков, то есть уволить без права ношения мундира из армии, страшный позор, и вообще выслать из страны. Мое решение бесповоротно. Закончил свое послание император Николай II. Надо сказать, что Николай Александрович Романов умел проявить твердость, где не надо и когда не надо. Так что жениться по любви опять не получилось. Фрейлину несчастную тут же уволили от двора. И намекнули, что лучше по добру, по здорову уехать за границу, а то нечего смущать младшего брата императора. Но Михаил влюбчивый парень. Они решили бежать вместе в Италию, где тайно обвенчаться. Бог с ним, с властью и деньгами. Поехали разными дорогами. Фрейлина через Одессу, дальше предполагалось морем. В общем, в Одессе девушку арестовали, вернули поездом в Санкт-Петербург. Напрасно встречи с ней ждал Михаил Александрович. Был семейный скандал. Сестра Ольга писала, брат был безутешен. Он обвинял во всем маму и Ники. Правильно обвинял. Меня иногда преследовала мысль, что нам, Романовым, лучше родиться без сердца. В этом смысле Ольга была права. Жениться по любви Романовы не могли. Бедная девушка, выгнанная с работы, отставленная от двора. Папа ее отбивал все пороги, как-то хотел разрешить эту проблему, ничего не получилось.
Из приличной была семьи, в конце концов уехала за границу. После революции умерла в нищете в Германии. Прошло еще несколько лет. Все-таки молодой мужчина. И Михаил обрел новую пассию. Конечно, вариант, честно говоря, был не самый удачный. Это была женщина роковая. Наталья Вульферт. Вульферт по мужу. Посмотрите на ее портрет. Сразу видно, что дама с характером. К этому моменту ей было уже 28 лет. Не юная особа совсем. Состояла уже во втором браке. Честно говоря, это вообще для офицера плохая история, чтобы его суженая выходила уже в третий раз за него. А тут получилось совсем плохая, потому что вторым браком Наталья Вульферт была замужем за офицером гвардейским, который был подчиненным великого князя Михаила Александровича. То есть, получался такой служебный конфликт. Мы-то с 21 века даже не замечаем этих проблем. А тогда гвардия, офицер увел жену у своего подчиненного. В общем, скандал. В конце концов, Михаил уговорил Вульферта дать своей жене развод. Говорят, не безвозмездно, за круглую сумму. Опять скандал при дворе. И опять Николай, который проявляет недюжинные волевые качества в решении личных вопросов своих родных, увольняет Михаила из гвардии и отправляет командовать полком в глушь в Орел. Почему в Орел? Потому что там неподалеку Михаила имение будет, куда съездить на выходные. При этом он взял слово с него. Не заключать этот брак официально, пусть сожительствует с этой в глазах Николая порочной женщиной. Но у них рождается сын. Через несколько лет зовут его Георгий. И наш влюбчивый Михаил снова уезжает за границу и там тайно венчается со своей возлюбленной. По-мужски-то мы его понимаем, но при дворе, и особенно старший брат, его не понимали. Вот что Николай II в гневе пишет матери, кавычки. «К несчастью, между мной и им сейчас все кончено. Он нарушил свое слово. Сколько раз он сам мне говорил, что на ней не женится. Да ему дела нет до скандала, который это событие произойдет в России. И в это время, когда все говорят о войне, за несколько месяцев до юбилея дома Романовых, имеется в виду 300-летие, мне стыдно и тяжело». Боже мой, прямо государственная измена. Венчался вопреки воле государя-императора. Когда читаешь вот эти письма Николая II, вот столько эмоций, столько страсти. Мне начинает казаться, что события 9 января, волнение рабочих, крестьян, революция 5 года, все это почему-то вызывало у государя-императора меньше личных переживаний, чем ослушание младшего брата, его бесконечные попытки жениться. В общем, не сразу. Ему дали время одуматься и развестись. Но когда Михаил не одумался, он был уволен со всех постов. Ему было запрещено возвращаться в Россию, а на все его имущество была наложена казенная опека. Что это означает? Его имущество не изъяли, а как бы заморозили. Это вот то, что сейчас Европа творит с российскими активами. То есть, они вроде как твои, но пользоваться не можешь. Наказали. Вероятно, помимо замороженного недвижимого имущества, имений и еще чего-то, что было фамилией собственности ни много ни мало младшего брата императора, наверное, были какие-то все-таки финансовые у него еще заначки. Поэтому он не сильно страдал за границей. Они с женой и сыном маленьким арендуют недалеко от Лондона поместье. Недорого. 250 фунтов в месяц. Но сейчас за 250 фунтов в месяц вы не арендуете даже койку в ночлежке в Лондоне, в рабочем районе. Инфляция. 100 лет назад можно было арендовать огромное поместье, 100 гектаров, дворец. Михаил уже в штатском, без мундира, с сыном, перед главным входом очень красивый замок. Неборт Хаус. 250 фунтов – это примерно 2500 рублей тех царских в месяц. Что такое 2500 рублей? Это примерно годовое жалование офицера армейского в средних чинах. По поводу замороженных активов, знаете, это как наши олигархи, которые после начала СВО устроили стенание, что в Лондоне живут они. У них карточки заморозили, поэтому им нечем платить за пару дюжин горничных, шоферов и дворецких. Прямо не знают, что делать. Хоть носки стирай самому. Как-то они решили эти проблемы. И вот Михаил Александрович тоже решил проблему. Жил в этом поместье. Но в отличие от
преснопамятных олигархов, страдавших от невозможности расплатиться с горничными в своих лондонских замках. Когда началась война, Первая мировая, Михаил Александрович тут же запросился добровольцем на фронт. Забросал своего старшего брата письмами, просил простить и отправить его в боевую часть. Потому что не может он жить в Лондоне, когда Отечеству угрожает опасность. Я, вот, честно говоря, с трудом представляю кого-нибудь из лондонских олигархических сидельцев, которые бы отправились, так как Михаил Романов, из замка добровольцем на СВО. Я вообще знаю не так много из них лично, которые хотя бы готовы деньгами поделиться с нуждами фронта, а не сидеть, шипеть из-за угла, что, мол, и начальство у страны какое-то не такое, и народец подкачал, потому что странным совпадением обстоятельств он это начальство поддерживает. Ну, в общем, чисто такие биржа-думско-банковские тусовочные настроения в России февраля 2017 года. Как будто ничему история этих людей не учит. Ну, может, они просто не знают. А мы с вами знаем. На письма брата Николай II долгое время не отвечал. Но в конце концов, хоть здесь одумался. Видимо, все-таки война вразумила, что не надо разбрасываться верными и подготовленными людьми, офицерами, готовыми умереть за родину, даже если это мало приятно тебе младший брат, который женился не на том, на ком ты хотел. Простил его и разрешил вернуться с семьей в Россию. Вообще, любая война, особенно война тотальная, как была Первая мировая, она вразумляет. И, как показывает, опять же, исторический опыт, даже самые жестокие люди, а Николай, в общем-то, жестоким не был, начинают по-другому относиться к кадрам, начинают ценить людей. Вот вспомните, отвлекусь, Сталина и всю историю с репрессиями против военачальников в канун Великой Отечественной. Все полностью поменялось. Руководство страны стало совершенно по-другому относиться к своим офицерам и генералам. Ценить их, уметь прощать ошибки, вникать в обстоятельства. Вы знаете, Конева за разного рода неудачи на фронте по меркам 1937 года раз 10 могли расстрелять. А ничего, прощали, понимали, давали новую задачу, и вот триумфально входил в Берлин. Так что в годы Первой мировой с психологией Николая II, наверное, произошло отчасти что-то подобное. Михаил попросился в полк, в действующую армию, но в итоге получилось по-другому. Он возглавил особую экспериментальную кавалерийскую дивизию. Это была знаменитая Кавказская туземная конная дивизия. Или дикая дивизия, как ее называли. На Кавказе не было обязательного призыва в армию, поэтому с Кавказа служили только добровольцы. Это была дивизия кавалеристов-добровольцев, в основном мусульман. Состояла она из кабардинско-дагестанского полка, татарского, имеется в виду это с территории современного Азербайджана, чеченского, ингушского, черкесского, а также из осетинской пешей бригады, но и также усилена была донским казачьим артиллерийским арт-дивизионом и специальной пулеметной командой матросов. Причем матросов с Балтийского флота. Ну и так же, как положено в полноценной большой дивизии, команды подрывные, связи, медицинские и прочее, прочее. Рядовой состав, в основном это были мусульмане-горцы. Унтер-офицерский состав в большинстве своем из казаков, но тех же кавказских, большей частью терских. Ну и офицеры, самые разные, причем весьма колоритные фигуры. Например, помощником командира дивизии князя Михаила был принц, полное имя которого звучало так. Внимание. Наполеон Ахиллович Мюрат. Действительно был правнук Мюрата и Каролины Бонапарт, младшей сестры Наполеона. Поэтому такое звонкое имя. Много в этой дивизии служило аристократов, мажоров. Но это были не те мажоры, что сегодня у нас на Патриарших. Нет, это были настоящие боевые мажоры. Вообще, когда младший брат императора возглавил добровольческую особую мусульманскую дивизию, это был очень хороший, как бы сейчас сказали, пиар-ход. Вспомним, что охрана Александра II во время войны состояла из кавказцев. Знак особого доверия, казалось бы, к представителям своих противников. Но тех, кто присягнул. А Екатерина II во время своего путешествия знаменитого в Крым вместе с Потемкиным, Крым только-только был завоеван и присоединен к империи, она приняла решение, что ее конвой, царский поезд, будет охраняться местными крымскими татарами. И они считали это огромной честью. Поэтому это было правильное решение. И надо сказать, что Михаил был хорошим офицером. Он был отличником и на фронте. С осени 2014 года на передовой
хороший командир. В дикой дивизии были особые отношения. Например, не было обращения на «вы». Было не принято. Поэтому и к офицерам, и даже к самому великому князю любой рядовой кавалерист обращался «князь», на «ты». Такое братство по оружию. Воины отличались безудержной храбростью. Оборотная сторона была. Довольно своеобразная дисциплина. Не в том смысле, что они прятались по окопам или, не дай бог, мародерствовали. Нет, этого у горцев не было. Но было полное пренебрежение к формальной дисциплине. Например, к караульной службе. По ночам караульные посты часто спали в полном составе, чем, в общем-то, иногда пользовался неприятель. И на очередные увещевания горцы отвечали: слушай, ты боишься, ну и не спи. А мы не боимся, поэтому спим. Поначалу дивизия несла особенно большие потери, в том числе, кстати, среди офицеров, которые, например, отказывались спешиваться и залегать под огнем в окопы. Храбрецы. Задача командира дивизии Михаила была, конечно, не вести дивизию в бой на лихом коне. Это только в кино про Чапаева. Идет отряд походным порядком. Где должен быть командир? Впереди, на лихом коне. Кстати, настоящий Чапаев никогда вот так бы себя не повел и не смог бы так себя повести, потому что он после ранения вообще верхом не ездил. Командиры дивизии совершенно другой уровень ответственности, уровень принятия решений. Ему с шашкой наголо скакать не надо. Но все равно, когда ты на передовой, во фронтовой дивизии, это очень опасное дело. Посмотрите, как сейчас во время специальной военной операции много гибнет у нас старших офицеров и генералов, потому что они не стоят за спинами своих бойцов. Потому что они в командных пунктах первой линии под обстрелом. Деникин в мемуарах вспоминал, что были специальные люди, которым было строго наказано препятствовать поездкам Михаила Александровича в зону, как тогда говорили, действенного огня. Однако он при каждом случае ускользал от них и попадал в такую же опасность, как любой боец его дивизии. Поэтому представление о награждении князя Михаила Георгием IV степени было единогласно одобрено Георгиевской думой фронта под председательством Брусилова за бои на Карпатах в 15 году. Там было написано: подвергал свою жизнь большой опасности, вдохновлял и подбадривал солдат и офицеров примером личной храбрости под непрерывным вражеским огнем во время атак происходящих сил противника и при переходе русской армии в наступление. Злопамятный Николай не хотел награждать поначалу своего младшего брата и утвердил это награждение только с 3-го раза, и то по личной просьбе Брусилова. Однако после этого как-то смягчился, узаконил его сына, присвоив ему титул графа Брасова. Брасово так называлось имение Михаила в Брянской области. Признал брак, наконец-то, и дал графский титул и жене. То есть, это некая форма прощения, знак примирения со стороны старшего брата. Большое было имение, большое хозяйство. Как бы сейчас сказали, совхоз-миллионер. Пашни, мельницы. Все это в годы гражданской войны было разграблено. Хотя, кстати, имение добровольно Михаил отдал крестьянам. Но грабь награбленное все равно разграбили, а в годы войны полностью разрушили. А вот маленький, черно-белый, но зато подлинный настоящий фотоснимок, которому больше 100 лет. Императрица Мария Федоровна с сыном и дочерью. Сын Михаил, младший, 19 лет, молодой офицер. И дочь Ольга. Они очень дружили, Михаил и Ольга. И до самой своей смерти Ольга Александровна Романова в середине 20 века вспоминала в письмах и в воспоминаниях своего любимого, убиенного брата Мишу. А вот тот самый офицерский Георгий 4 степени, самый младший, за храбрость, которым был награжден великий князь Михаил за бои в Карпатах только с 3-го раза. По 3-му представлению, наконец-то, старший брат Николай и по личному ходатайству командующего армией Брусилова сподобился подписать указ о награждении младшего брата офицерским Георгием. Видимо, сильно и долго на него обижался. При Николае II и при Михаиле возвращается красивая парадная форма. Это офицер Семеновского полка. Образца 1907 года с кивером.
Прямо как сейчас у офицеров Кремлевского полка. А это офицерская форма, начиная с 1907 года. В полевых походных условиях. Ну, естественно, в Первую мировую войну именно вот так. С такой фуражкой. Обращаю внимание на высоту тульи. Кто знает замечательную военную поговорку, чем выше тулья, тем ниже боеспособность армии. У нас в 90-е годы тулья была загнута вот так, как у Пиночета. В русской императорской армии все было очень скромно. Кстати, армия времен Великой Отечественной войны тоже тулья очень низкая. Сейчас снижается. Кстати, в приказе по военному ведомству фасон назывался американским. Форма американского образца. Наган появился в нашей армии во время полного перевооружения личного стрелкового оружия, потому что изобрели бездымный порох. Во-первых, нет дыма, во-вторых, он намного мощнее. Поэтому не нужен тяжелый пистолет, как у ковбоев на Диком Западе. Наган значительно легче, очень удобный, почти не дает осечек. Наган – это фамилия бельгийского оружейника, который работал по нашему заказу. И победил на конкурсе. Минус нагана. Перезаряжать по одному патрону – это долго. А все остальное плюс. Он не дает осечек. И даже если будет осечка, все равно барабан перекрутился, и следующий выстрел правильно. Чем отличается офицерский наган от первых образцов от солдатского? Солдатский надо взводить каждый раз. Курок вручную. А офицерский стреляет подряд. Конкурсное требование было, что нужно такое легкое стрелковое оружие, которое на расстоянии 50 метров может остановить коня скачущего. Прицельная дальность метров до 50. Всю войну прошло, Вторую мировую. И очень эффективное оружие. Он дал охраны РЖД в 90-е годы. Ну, а сигнальные пистолеты используются и сейчас. Точно такие же. Но вот еще шашка драгунская офицерская. Чем отличается шашка от сабли? Вот возьмем шашку кавказского образца. Шашку выхватывается вот таким образом. Выбиванием. Ребром ладони. Не надо руку засовывать в сложную гарду, как какой-нибудь там Атос, Портос, Арамис. И одним движением. Вот так вот. Ты рубишь с плеча до пояса. А делается это еще и специально, чтобы коню ухо не отрубить. Просто исторически так сложилось. Название шашка-сабля. А отличались они исключительно, как она подвешивалась на портупее. Сабля так, шашка так. Почему так? Ну, дальше можно долго объяснять, что у самураев тоже катана таким образом висит, что он быстро вытащил и одним движением разрубил пополам с пояса. Но это все уже поэты потом придумывают. Ну, так просто сложилось. Вот исторически шашка так, а сабля так. Все остальное – детали. Вес, кстати, не влияет совершенно. Еще одна национальная мифология про особые лезвия. Когда утверждался стандарт этой шашки, середина 19 века примерно, было очень много разных исследований. Какая форма кривизны лезвия эффективна? Мы помним этот исторический спор. Прямое оружие типа меч, палаш, шпага, рапира – это европейский тип традиционно. Искривленное – это азиатские типы. Сабель, ятаганы, ну и прочее, прочее, прочее. Зайдите в музей Востока, там вы такое увидите. Я не знаю, как с этим воевали. Это надо иметь сноровку. У меня даже есть специальная книга, выпущенная где-то во второй половине 19 века, посвященная исследованию эффективности разных типов клинков. Писали военные теоретики, инженеры. Вот а этот колет так, а этот это, а это изгиб. А тут только вот эта эффективная часть, а тут больше. Но в конце концов нашли компромиссное решение. Мы, конечно, патриотично говорим, что это компромиссное решение придумано нами. Ибо это есть русская шашка. Ну, или кавказская, кому как нравится. Они тоже немного разные. Вон так кавказского образца поизогните чуть-чуть. Но по европейской или международной классификации это называется Wilkinson Sword. Меч Wilkinson или Wilkinson Type. Тип Wilkinson. Оружейник Wilkinson. Но сейчас есть бритвы Wilkinson, автошейв, парфюм. Это изначально не бритвы, а оружие и ножи. И вот британский образец Уилкинсона был взят всеми странами Европы на вооружение, ну, кроме, по-моему, Франции. Это и центровка, и количество долов, и вот это характерное, обращаю ваше внимание, такое похожее на копье. Воткнешь, мало не покажется. Здесь уже не затачивали практически. Русская шашка имеет британский клинок. Но было выяснено, что ей можно и рубить достаточно эффективно, и колоть, и даже попробовать чуть-чуть фехтовать. Поэтому именно такой стандартизованный клинок был принят на вооружение. Офицерская шашка от шашки нижних чинов солдатской не отличается практически ни с чем.
элементы декора. Здесь может быть что-то посимпатичнее, тут как-то вот по-другому. Иногда офицерская чуть-чуть полегче, иногда, если она индивидуального заказа. Но в целом примерно то же самое. Была мода, когда офицеры носили шашки очень тонкого клинка, но все равно убить можно. Но она легенькая, и носили ее вне строя, поскольку оружие холодный офицер должен был носить с собой, на себе по уставу. И вот эти шашки модные облегченного клинка назывались крысоколками, потому что можно только крысу заколоть. А так, в целом, все примерно одно и то же. И вот такими шашками, такими и такими, и были вооружены бойцы туземной кавалерийской дивизии, или как ее называли в народе и в прессе, дикой дивизии, которая, начиная с осени 2014 года, командует великий князь Михаил Александрович. Сейчас я вызываю какого-нибудь молодого человека померить вот эту бурку. Потому что такие бурки носили все всадники этой дивизии, включая самого великого князя. Одевайте. Это прям отличительный знак. На мой взгляд, страшно неудобно, но красиво, наверное. И тепло. Вот там соответствующая шашка. Папахи у нас нет, но, в принципе, можно было носить и фуражку. Это нарушением не было. Маловато будет, да? Маловато. И вот боец, всадник дикой дивизии, отличавшийся безумной храбростью и полным отсутствием дисциплины. Михаил Александрович проживет недолго при советской власти, то застанет такое замечательное форменное явление. Это шинель красногвардейца, правильно. Чем отличается красногвардейец от красноармейца? Сейчас я такое скажу, за что в советские годы бы, конечно, не посчастливилось. Красная армия абсолютно регулярная, где есть строжайшая дисциплина, вертикаль и горизонталь управления. Более того, подразделения Красной армии и Красного флота были во многом лучше организованы, чем Белая армия и Российская императорская армия, потому что Красная армия была более открытой к реформам. Многие царские офицеры, которые перешли на Красный флот и в Красную армию, смогли тактические, организационные, административные моменты, которые они не могли воплотить в армии императорской, но в силу традиций, косности, скорости принятия решений, они эти моменты воплотили в Красной армии. Она была очень гибкой. А Красная гвардия – это вообще не армия. Красная гвардия – это, сразу я оговариваюсь, ставлю кавычки, Красная гвардия – это партийная военная структура. Они организуются руководством РСДРП-Б на местах, подчиняются партийным органам. Это партийные охранные вооруженные отряды, цель которых – захват и удержание власти. Они добровольческие, они оплачиваются, никто не служит там бесплатно. Они не носят никаких знаков различия, кроме красного банта, чтобы они отличаются от военных. Никаких погон, никаких знаков училищ там военных, боже упаси. Никаких кокард. Вот такая красная лента. У кого были иногда кокарды царские на попахах, они их даже перекрашивали в красной краской, чтобы это напоминало некую красную блямбу, но не кокарду армейскую. Либо просто кокарда отрывалась, и красная лента. Эти партийные отряды отличались крайне низким уровнем дисциплины. Там нет никаких офицеров. Это плохо организованная вооруженная банда. Именно поэтому советская власть максимально быстро оценила совершеннейшую неэффективность красногвардейцев при столкновении с регулярными немецкими частями. И даже совершенно по военным меркам недисциплинированные и разнузданные моряки Балтийского флота на фоне красногвардейцев считались просто военной элитой, палочкой-выручалочкой, которую бросали на тяжелые участки фронта. Они хоть что-то умеют, а эти-то вообще разбегаются при первом серьезном боестолкновении. Поэтому очень быстро партия и советское правительство избавляются от отрядов Красной гвардии. Теперь легендарная Буденовка. Кто придумал? Васнецов. Вот прекрасный миф, очень красивый, как появилась эта красноармейская форма. Красноармейский головной убор типа шлем. Ну, конечно, никакой не Васнецов. И отнюдь не для победного марша в Берлине после победы. На самом деле, весной 1918 года, когда Лев Давидович Троцкий начинает формировать регулярную Красную армию с вертикалью, дисциплиной, военспецами, которая должна
удержать фронт и спасти советскую власть, понимая и идеологическую составляющую. Троцкий не был военным, но он был политиком и идеологом. Поэтому объявляется конкурс на разработку макета, дизайна новой формы Красной армии, армии нового типа. Весна 18 года. Много поступает разных предложений. Но Буденовка, или как ее называли, богатырка. Ее автором является Михаил Езучевский, не художник. А потом он еще разработал так называемые стрелецкие кафтаны. Некоторое время их носили, но поскольку выпускать было дорого, мы стали перешивать шинели старые, добавляя к ним вот эти разговоры. Дешево и наглядно. Просто меняются застежки, и так видно сразу, кто, собственно, красноармеец. Конструкция Буденовки – это, по большому счету, суконный колпак. Очень простой, сшитый из нескольких лепестков, 4-6 кусков материи. Вот швы, ватная подкладка, то есть это теплая шапка, зимняя, не летняя. Спереди козырек от ветра на нос, это Пашка Корчагин. А сзади, самое главное, вот это все разворачивается и закрывается шея. Потому что очень холодно и дует. Все это отстегивается. И вот зимний вариант. Кто хочет одеть? Молодежь вперед. Ну вот, поворачивайся. И застегнули. Заодно и шарф. Вполне. А синяя – это кавалерист. Звезда нашита. Малиновая – пехота. А черная – инженерные войска, саперы. Ну, танкистов еще не было. А поверх одевалась уже латунная красная звезда. Симпатично. Так, давай. И вот такая Буденовка-богатырка является главным зимним головным убором до Финской войны. 40-й год, зима. Сами понимаете, какая там температура. Народу столько померзло в этих ватных шапочках. Потери большие. Поэтому стали переходить на классическую шапку-ушанку, которая в неизменном виде была главным головным убором Красной Советской Армии вплоть до последнего момента. Сейчас уже все сложнее, потому что специальный шлем, который носит очень теплый, многофункциональный, со связью, поэтому никакая шапка-ушанка уже не работает. Но только, наверное, вне боевых действий еще где-то сохранились. Кстати, вот эта Буденовка зеленая, а еще были Буденовки серые потом, а у летчиков Буденовки были полностью синие в 30-е годы. Посмотрите небольшой отрывок из интересного фильма 1964 года «Оттепель». Называется «Перед судом истории». Вот в этом фильме уникальный человек по фамилии Шульгин рассказывает об отречении царя и о том, как никто не хотел крови. Эти кадры – уникальное свидетельство участника событий. Шульгин 10 лет был депутатом Государственной Думы, один из самых ярых русских националистов, лидеров правых, лидеров Русского народного союза и Михаила Архангела. С началом войны ушел добровольцем на фронт, будучи депутатом. Бронью не воспользовался. Ранен. Потом после революции стоял у истоков добровольческой армии Деникинской. Эмигрировал. Идейный враг советской власти. Был в числе руководства секретной организации офицеров, которые готовили диверсии против советской власти. Видный деятель эмиграции. Кстати, тайно ездил в СССР, рискуя жизнью, пытался организовать здесь сопротивление уже после гражданской войны. Посмотрите фильм «Операция Трест». Операция спецслужб СССР по борьбе с белой эмиграцией интересно довольно описывается. В годы Великой Отечественной уже пожилым человеком он был захвачен, вывезен в СССР, получил приговор 25 лет. Но через 10 лет его освободили после 20-го съезда. И вот в фильме ему уже под 90, он прожил долгую жизнь, почти 100 лет. Вот были гены у людей. И вот он в этом фильме рассказывает о событиях 17 года. Один из современных либеральных историков так писал о Шульгине. Это был один из самых отвратительных русских общественно-политических деятелей. Крупный помещик, черносотенец, шовинист, юдофоб, теоретик погромов.
Ну, вот, в общем, несмотря на такую репутацию в определенных либеральных кругах, которая отчасти дожила и до сегодняшних дней, Шульгину дали слово в том знаменитом фильме 60-х годов. И нам с вами повезло, что эти кадры сохранились. На экране человек, который был лично знаком со Столыпиным, Витте, Деникиным, Врангелем. Вы, глядя на него, оказываетесь в одном рукопожатии от Николая II. Видите человека, который принимал отречение у Николая II. Ну и, может быть, самое интересное, вы слышите русскую речь выпускника гимназии царского времени. Причем он заканчивал гимназию в Киеве. И это типичный киевлянин той эпохи. Ранним утром мы были в Петрограде. В вестибюле вокзала не то полк, не то батальон выстроился на 3 стороны покоем. 4-я сторона была толпа. Я вошел в эту коридор. Стало тихо. Я читал отречение. Слова падали. Они волновали меня. Они волновали всех. Словом, я провозгласил новым императором России Михаила II. И казалось, что мы сохранили монархию. Но я не знал тогда, что не суждено было спасти жизнь только что отрекшегося монарха. Мне не удалось то, к чему я стремился. Да, история русской монархии трагична. Она полна цареубийств. Но я возымел дерзкое желание прервать эту отвратительную традицию. Я не хотел убийств, я не хотел крови, я хотел мирным отречением вывести мою родину из тупика. Но это мне не удалось. И вот что гасит мою душу. И я чувствую и до сих пор не то, что сознание вины, не то, что угрызение совести, а некую великую грусть. Поначалу Шульгин отказался участвовать в фильме, но ознакомился со сценарием и честно написал, кавычки, «Мы совершенно расходимся в том, что такое правда. Уважая вашу правду, я не могу принести в жертву мою собственную. Мы не можем понять друг друга. Быть может, время для этого еще не наступило». Так смело писал человек, находясь в советской стране. Шульгин считал, что деятельность советской власти, начавшаяся в октябре 1917 года, нельзя назвать иначе, как грандиозный русский погром. Он так прямо об этом в ЦК партии писал. Но потом как-то поговорили, и он все-таки согласился сняться в этом кино, беседуя с так называемым историком. Задача историка была, конечно, показать ничтожность Шульгина и его историческую обреченность. Но, в общем, этот историк, который на самом деле просто журналист, смотрится на фоне старика глубокого, очень бледно. Шульгин не оправдывал в этом фильме ни себя, ни революционеров. Он просто рассказывал о великой трагедии, участником и свидетелем которой был. Трагедии гибели исторической России. Мне кажется, что из этого фильма эпизод с отречением Михаила Александровича, последним отречением, был удален, потому что Шульгин не мог об этом не рассказать. Дело в том, что именно Шульгин и Гучков уже после отречения Николая, приехав в Петербург, уговорили отречься
и Михаил Александрович. Об этом Шульгин писал в своей книге, изданной в эмиграции. Им казалось, что если Михаил не отречется, то начнется гражданская война, кровь, резня. Им так представлялись настроения в Петербурге у солдат и рабочих. Может быть, это было и так, но впоследствии Шульгин признал, что совершил величайшую ошибку. Ему казалось, что иного исхода нет, а он был. И вот главной своей ошибкой Шульгин и виной считал именно то, что после отречения Николая выступил и за отречение Михаила. А надо было, по мнению Шульгина, все-таки решиться на пулеметы. Решиться на кровопролитие. И думая, что он спасает Россию от крови, он в результате, когда пришло к нему прозрение, понял, что он не спас Россию. Кровь все равно пролилась. Только многократно больше. Много-много-много раз. И речь Шульгина – это переживание человека, у которого был уникальный шанс изменить ход истории. Но не понял, не почувствовал, не сумел. Советский историк, то есть этот журналист, которого заставили встать в позу историка, он тщит со своими вопросами вершить вот этот самый суд истории. Помните, в свое время была неплохая передача. Там представители двух как бы разных позиций обсуждали разные исторические темы. Хорошая была передача. Но вот в данном случае, конечно, не справляется. Журналист совершенно разный, интеллектуальный, понятное дело, уровень и опыт. Шульгин свидетельствует, что когда уговаривали Николая II отречься, и думали, что будет лучше, что это убережет страну от смуты. Николай отречется в пользу сына. У сына будет Регенский совет, Дума, ответственное правительство. Они лучше справятся с управлением, чем правительство Николая II. Потом, когда Николай отрекся не в пользу сына, это, наверное, была одна из объяснимых по-человечески, но грандиозных исторических ошибок. Не в пользу сына, а в пользу брата, не договорившись об этом с братом заранее. Помните, Кемская волость. Нельзя так с кондачка решать большие вопросы. Надо посоветоваться с товарищами. А Кемская волость? Такие вопросы, дорогой посол, с кондачка не решают. А тут какая Кемская волость? Судьбу тысячелетней России решали с кондачка. Вот так вот, удаленно, не поговорив. Потом они думали, что уговорив Михаила отречься, может быть, так будет лучше. В итоге получилось хуже. Фильм этот снимался в середине 60-х. Это была оттепель, время романтизации революции. Сталин плохой, Ленин хороший. Комиссары в пыльных шлемах. И Ленин такой молодой. И юный октябрь впереди. Вот мы перегибы и преступления сталинского режима сейчас поборем. Преодолеем. Разберемся с культом личности. И настоящая советская власть совсем по-другому все будет. Но что такое настоящая советская власть? Немного отвлекусь и забегу вперед. Советская власть – это не власть Советов, которую обещал Ленин и его соратники в октябре 1917 года. Но идея эта была интересная, правильная, наверное, в моменте. И казалась перспективной. Что такое Советы? Органы местного самоуправления, которые лучше знают, как руководить на местах. Власть Советам – это как власть местному самоуправлению. Нет, тоже подменили и на понятие «советская власть». А советская власть – это не власть Советов, потому что в Советах могут быть кто угодно – эсеры, меньшевики, всякого рода оппозиционеры, не согласные с большевиками. А советская власть – это власть тех, кто захватил в центре. Власть от имени Советов. Почувствуйте разницу. Есть диктатура пролетариата, власть пролетариата рабочего класса. А есть диктатура от имени пролетариата, которую осуществляют отнюдь не рабочие. Да, они, собственно, и не могут этим заниматься. Они же работают. Вот так оно всегда получается. В революционных делах обещают одно, а получается другое. Я хочу в заключение дать еще одну цитату Шульгина. Она не из кино, но на эту же тему. Мне кажется, цитата очень важна. Кавычки. «Я пережил революцию
и мне хорошо знакомы предреволюционные настроения. Они состоят в том, что все кажется тенью, светлых пятен нет. Переживать вторую революцию я не хочу. Надо думать о том, что будет, если вспыхнет новая революция. Какое же спасение от новой революции? Спасение в эволюции. Только одной, но рукавой буквой «Р» надо пожертвовать. То есть надо избежать грубой, кровавой, беспощадной ломки всего и того, что отошло, и того, что положительного достигнуто было ценой неслыханных страданий. То есть не революция, а эволюция. Вот идеал Шульгина, мудренного опытом 20 века. Как будто предвидел перестройку и слом всего и вся. Итак, государь-император отрекается от престола в пользу младшего брата Михаила. Михаил тягой к власти явно не обладал, и ни одной капли крови Наполеона Бонапарта в нем не было. Он в роли диктатора выступать не собирался. События февраля 17 года застали его в Гатчине. В Петроград его вызвал по телефону Родзянко, председатель Государственной Думы, рассказал о происходящих событиях, попросил позвонить Николаю в Ставку, поговорить с ним. Так что Михаил согласился, о чем-то там с Николаем поговорил, подтвердил, что ситуация тяжелая. А решение, собственно, об отречении уже Михаила принималось в доме номер 12 на Миллионной улице в обычной квартире. Родзянко, как председатель Государственной Думы, свою позицию постоянно менял. Сначала он хотел стать премьером так называемого ответственного правительства при сохранении монархом Николая II. Потом проходит несколько дней, и он уже ставит вопрос об отречении Николая II в пользу Алексея при регенстве великого князя Михаила, но, опять же, при ответственном правительстве во главе предполагается с Родзянко. Шульгин и Гучков едут в Псков. Николай II получает телеграммы от всех командующих фронтов, это так называемый заговор генералов, где они соглашаются с мнением начальника главного штаба Алексеева о необходимости отречения и принимает роковое решение об отречении от престола. Причем не в пользу сына, еще раз подчеркну, это была объяснимая, но колоссальная историческая ошибка Николая II, а в пользу брата. Ну, а брат не хотел быть императором, не хотел быть никаким знаменем сопротивления. Он был вообще якобы весьма удивлен, полученной от старшего брата 3 марта телеграммой сообщением об отречении. При этом, по закону о престолонаследии, Николай II мог отречься только за себя. Он отрекается и за себя, и за Алексея. Телеграмма звучала так, кавычки. «Петроград. Его императорскому величеству события последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и не успел предупредить». Господи, не успел предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом Ники. Решил вопрос тысячелетней России. Может быть, ему казалось, что он решил его правильно. Тогда же, 3 марта, вот в этом доме на Миллионной, в квартире Путятина, собирается куча какого-то элитного народца, совещание о судьбе монархии. Как оно проходило? Кто убеждал Михаила взять власть? Кто предлагал пулеметы давить революцию? Считается, что Шульгин, Керенский, он тоже там присутствовал, Гучков, все они вместе повлияли на решение Михаила отречься от престола в пользу будущего учредительного собрания. Соберется такой собор, как в 1612 году, и решит, как жить России дальше. Это, кстати, не означало краха монархии. Чисто теоретически учредительное собрание, как и собор, 300 лет назад мог сохранить монархию и мог даже оставить Михаила царем. Ну, чисто теоретически. На этом собрании Керенский патетически восхищается Михаилом и говорит, что он показал образец гражданского служения долгу и России. Этот же Керенский через несколько месяцев без всякого учредительного собрания в сентябре 17 года провозгласит Россию республикой. Республикой буржуазной пробудет она не очень долго. Кстати, в тот же день Петросовет, альтернативный орган власти, примет решение об аресте всех Романовых, а Временное правительство решение Петросовета исполнять не станет.
Михаил уедет из Питера в Гатчину. Это, кстати, феномен двоевластия. Несколько недель в одном месте, в Таврическом дворце, было два самопровозглашенных органа власти одновременно. Временный комитет Государственной Думы во главе с Родзянко, сам провозгласивший себя временным правительством, и исполком Совета рабочих депутатов во главе с Чхиидзе, тоже самопровозглашенный орган власти. И был даже один член правительства, который при этом умудрился быть еще членом Совета. Это Керенский, да, он был членом двух правительств сразу. Поначалу Михаил хотел уехать в Англию, в то самое поместье, которое он арендовал, но временное правительство не отпустило. Да и британцы не торопились предоставить убежище. Вернее, в первые дни после отречения в марте посол Бьюкинен говорил, что да, якобы король Георг предлагает царю, царице гостеприимство на британской территории. Ну, тогда и надо было всем сразу бежать. Но через несколько месяцев, когда было все готово, и когда уже Николай II с семьей и вместе с Михаилом могли выехать в Мурманск на поезде оттуда кораблем вокруг Скандинавии в Англию, пришел другой ответ из Британии за подписью премьера Ллойд Джорджа. Англия не может принять царскую семью в качестве гостей во время войны. Почему? Догадайтесь сами. Тогда Временное правительство якобы по соображениям безопасности выслало Николая II вместе с семьей в Тобольск, а заодно арестовало еще нескольких Романовых. И Михаил вместе с женой Брасовой и сыном находились в Гатчине, но уже под арестом. Там непонятно, то ли это арест, то ли охрана, но уехать никуда нельзя. И когда большевики придут к власти в октябре 1917 года, совершенно неожиданно Михаила отпустят из-под ареста. Он приедет в Смольный, обратится к Бонч-Буревичу, и тот ему даст на бланке справку, что Михаил Романов является рядовым гражданином Советской Республики с правом свободного проживания. Михаил даже обратился с просьбой сменить ему фамилию и жить под фамилией жены. Ну вот тут-то в первые месяцы советской власти, когда чувствовали себя неуверенно Советы, и вели себя весьма и весьма либерально, надо сказать, поначалу, вот тут бы он мог уехать. Но почему-то Михаил не уехал. Они все думали, что ничего страшного, что-то их держало, что это их родная страна. Они себя иммигрантами не представляли. Почему они должны уезжать из своего собственного отечества? Пройдет несколько месяцев. 7 марта 1818 года Михаила, всех, кто с ним был, арестовали и выслали в Пермь. Вместе с ним в изгнание отправились несколько слуг и его секретарь, англичанин Брайан Джонсон. На самом деле никакой англичанин, это был русский дворянин Николай Николаевич Джонсон, православный. Почему его записали в англичане, непонятно. Ну, Михаилу разрешили взять с собой, что хочет. Он набрал кучу книг, какие-то деньги и даже автомобиль Rolls-Royce. Но вообще на Урале местные советские власти были какие-то особенно буйные. Вот такие же буйные советы были и в Перми. Когда Михаил туда приехал, его сразу арестовали и в тюрьму. Об этом узнали в Питере. И вы не поверите, но Урицкий от имени ЧК приказал их освободить и поселить в гостинице у Михаила. Правда, должен был раз в день в 11:00 утра являться в местное ЧК, чтобы показать, что он не сбежал. Жили они довольно комфортно в гостинице. Королевские номера по имени владельца Королева. Здание сохранилось там то ли общежитие, сейчас то ли ремонт. Планировалось создать музей Михаила Александровича. Ничего не получилось. Прикрепляли доски мемориальные, что вот в этом доме жил Михаил Романов. Доски подвергались вандализму, снимали их. У нас любят это дело. Проявить высочайший уровень классовой сознательности, облить грязью, обстрелять из мелкашки, порубить топором какую-нибудь мемориальную доску царскому генералу или вот без 5 минут неудавшемуся российскому императору, великому князю Михаилу. Прямо я вижу этих людей, которые это делают. Это вот прямые потомки Шариковых. Такие же Шариковы и расправились с Михаилом Романовым. Его образ жизни вызывал, естественно, злобу местных революционеров. Как так? Приехал младший брат царя, живет в номерах благоустроенных, общается с местными буржуями, может, даже шампанское пьет. Имеет секретаря, шофера, Rolls-Royce, понятно, бельмо на глазу, очень хочется отобрать. Поэтому решили местные революционные Шариковы с ним расправиться. Причем это даже не было официальным решением Совета Пермского. Это группа заговорщиков
во главе с местным комиссаром по фамилии Мясников. Вот он договорился с группой товарищей, и не имея на это официального разрешения, ночью, вот у них руки прямо чесались. И 12 июня они поехали в гостиницу, разбудили и предъявили фиктивный поддельный ордер на арест. Ну, он никуда ехать не хотел, тогда достали револьверы, гранаты. Пришлось подчиниться. Заставили одеться его и секретаря Джонсона и сели в революционный фаэтон. Ну, в итоге завезли в лес, попросили выйти. И как только они вышли, тут же один выстрелил Джонсона, тот упал, Михаил побежал, и вся банда, их там было человек 5, стали палить Михаила Александровича. Очень торопились, трупы просто забросали ветками и быстро уехали назад. На следующую ночь вернулись, и вот тут интересная история. Эта группа Шариковых-Мясниковых, чтобы скрыть следы своего преступления, возбудила дело о побеге великого князя Михаила. По этому делу арестовали несколько совершенно случайных людей, обвинили в сообщничестве и расстреляли. Они скрывали сам факт убийства. А вот что случилось с трупом, об этом я расскажу вам чуть попозже. Замечательно то, что Мясников, главный идеолог этого убийства, потом из советской страны тоже бежит в эмиграцию, напишет книгу под названием «Философия убийства. Почему и как я убил Михаила Романова». И вот он расписывает свои мысли и чувства, синдром Герострат, как он решился. Самоанализ в духе Фрейда от персонажа с образованием 0 классов. Он пишет: если бы я не был членом ВЦИКа, Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, это такое что-то среднее между парламентом внутри парламента и полуправительством, мне было бы совсем легко. Я бы просто пошел бы и пристрелил бы их. Но тут большая ответственность. И вот сиди и ломай голову. Ходи, я цитирую, около этой падали, как кот около горячей каши. И убийцы Михаила Романова в основном бывшие террористы, боевики-эсеры. Они побывали на каторге. Они были озлоблены. Их амнистировали в феврале 1917 года как борцов с режимом. И они готовы были крушить направо и налево. Дорвались до власти. Вот характерная биография этого Шарикова-Мясникова. Он бежал из СССР, где-то там в эмиграции. Потом его в СССР обратно выманили и расстреляли за измену родине. А при развенчании культа личности реабилитировали как невинную жертву сталинских репрессий. Вот посмотрите на фото. Товарищ Ламброзо очень бы озадачился, что в нем такого садистско-преступного. Теперь самое любопытное. По воспоминаниям, то ли закопали где-то оба трупа на следующий день, то ли один из трупов. А Михаила не нашли. И это породило легенду о том, что Михаил мог спастись. Потому что, когда приехали на следующий день, второго трупа не было. Чтобы проверить эту легенду, было организовано несколько экспедиций и безрезультатно. Останки так и не обнаружены. Бытует версия, что на самом деле это никакой не Мясников, что это было тайное указание из столицы, что все это было санкционировано не то Лениным, не то Свердловым, но нет никаких документальных доказательств. Так что вполне возможно, что это просто была частная инициатива обозленных революционных Шариковых. Немного о судьбе жены и сына Михаила после революции. Им удалось эмигрировать. Семья жила в Париже. Спустя несколько лет после революции императорский двор в изгнании присвоил Брасовой титул княгини, а потом светлейшей княгини Романовской Брасовой, таким образом окончательно узаконив ее брак посмертно с великим князем Михаилом. Кому какое для этого уже было дело. А сын Михаила, Георгий Брасов, погиб в автокатастрофе во Франции. Летом 1931 года он решил отпраздновать сдачу первой сессии в Сорбонне и вместе с другом поехали на машине куда-то на юг Франции. За рулем был его товарищ. Не справился с управлением машины, автокатастрофа. Оба погибли. Потом ходило много слухов, что это дело рук агентов ГПУ, но доказать ничего не удалось. Возможно, действительно несчастный случай. Его мать умрет уже после Великой Отечественной войны и по завещанию будет похоронена рядом с сыном в Париже. Судьба Михаила, последнего из Романовых на престоле, хоть и всего лишь один день, Михаила II, она по-настоящему трагична. Хороший человек, хороший офицер.
начисто лишенный властолюбия, не желавший бороться за власть, не готовый бороться за власть. Он в этом был подобен герою другого нашего рассказа, Константину Павловичу Романову, младшему брату Александра I, который также отказывался от престола. Но время было другое. Все было по-другому. История «Коварная старушка». Может быть, это чистоплюйство, желание прожить жизнь в белых перчатках, искреннее стремление избежать любого конфликта, любого кровопролития, остаться вне власти, в конце концов сыграла роковую роль и оказалась той самой последней каплей на весах истории, которая бросит Россию в пучину гражданской войны. Мы этого не знаем и никогда не узнаем. Интересно, знает ли об этом сам Михаил Романов, что он по этому поводу думает. Но этого мы с вами тоже не знаем. Спасибо вам за любовь к русской истории. Всего самого доброго.